Наконец-то. Так, что за... Мой лорд! Что такое? Мой лорд, меня надули! Что за хрень вы мне подсунули? Ты! Это нечестно! Нечестно использовать настоящего человека! Молчать! Заниматься обманом тоже очень честно! Мы все достанем! Да! И что же я вам должен доложить, в дополнение к и так нехилой части ресурсов моего лорда? Ничего, ничего! Смотри-ка, угадал с первого раза. А мне так не хотелось отпускать тебя с целой челюстью. Ладно, валите отсюда. Не достанете мне запчасть, мои коробки достанут вас. В любом краю мультивселенной. Что-то мне подсказывает, что они тебя снова обманули. Ничего, будет вам еще один набор на обзор. Хотя я уже начинаю сомневаться, что этот компонент в принципе изобрели. Ты создал машину времени. Ты переписал законы физики целого мироздания. И что это за цирк с бронетранспортерами я у себя сейчас вижу? Ой, отсталое человечество не изобрело мне запчасть! Мой лорд, меня надули! Тьфу! Мой лорд, а может не будем заигрываться в бога? Одно дело корректировать аспект, до которого, дай бог, лет через 100 докопаются, а совершенно другое — вмешиваться в естественное и очевидное состояние вещей. Ладно. Не хочешь так? Поступай иначе. Но чтобы к моему следующему появлению уже был готов план дальнейших действий. И настоятельно рекомендую, чтобы максимально короткий. А сейчас давай, запускай. Ну вот, наконец-то мы можем спокойно поговорить. Не может быть у меня с тобой спокойного разговора, террорист. Да, для них я террорист. Мы все для них террористы. Нефтяные вышки у них отвоевываем. Вы у нас их отвоевываете. Тебе от этой вышки что? Горячо? Холодно? Ты хоть копейку с этой нефти видел? Эх, ну да. Ты вообще тут, добровольно? Нет. Да. И как давно ты выплачиваешь им то, что они вам преподносят как долг? Какая разница? Что уж теперь? Да и раньше, что я мог один? Я так тоже когда-то думал, а потом оказалось, что не один. Только, знаешь, присоединиться к кому-то – это легко. А вот меня все не покидает одна мысль. Что творилось в голове у того, кто не просто был один, а вообще был первый?
это такое? Где? Там, слева. Так, Это не это наше. точно не наше. Не нравится мне эта штука. Валим. Потом отношения выясним. Здравствуйте, дорогие зрители! Что-то как-то процесс по удвоению материи никак не может сдвинуться с одной точки. Так что пока придется довольствоваться тем, что можем достать. А достать на этот раз удалось Human Thunder Mission 3201 Атака Стинга. Судя по тому, что изображено на лицевой стороне коробки, я думаю, несложно предугадать, чем закончится данная атака. Потому что что-то мне подсказывает, что идти с дробовиком на бронеджип — это не очень хорошая затея. С обратной же стороны мы видим более продуманную версию этого нападения, где Жало подкараулил ракету во время остановки, судя по всему, на дозаправку, потому что вот он выпрыгивает из кузова, где находится канистра с водой, почему-то без ручки. А также с обратной стороны изображены другие наборы данной серии, из которых мы можем посмотреть, к сожалению, не на все. А еще мне нравится вот эта надпись на наклейке: срок годности 60 месяцев. Видимо, через 5 лет этот набор превратится в перегной прямо у тебя на полке. А мне еще внушить пытались, что пластик 100 лет разлагается. Угу, конечно. Итак, внутри коробка наполовину заполнена воздухом, а на другую половину одним пакетом с деталями и инструкцией. Что ж, приступаем к сборке. Ну вот и все, мы собрали. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что для 128 деталей и такого размера машинка не такая уж и простенькая. Собрана она не плотно, есть пустоты, но прочно, не разваливается. Катается очень хорошо. И единственное, что мне не нравится, вот эти огромные щели у задних колес. Сюда напрашивается вот такая конструкция, чтобы их прикрыть. Доступ в кабину осуществляется только через дверь. Снятие крыши никак не облегчено. Да и в самой кабине совсем пусто. Есть только руль. Никакой ни приборной панели,
ни даже простенького кресла, хотя высота потолка оное сюда установить позволяет. Что мне понравилось, так это то, что у канистры таки есть ручка, и что выполнена она цельной деталью. А также, что они исправили проблему с руками, какая была в High-Tech Era. Кисти рук тут вращаются и вставляются с одинаковым усилием. Также мне бы хотелось отметить странный выбор цвета бронежилета для бойца ООН. Я нашел лишь одну фотографию солдата в желтом бронежилете, и то тут неотчетливо видно, когда как в основном используется либо стандартный зеленый, либо, как мне кажется, сюда бы более подошедший синий цвет. И все-таки хочется принт UN на каске. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр. Мой лорд! Смотрю, новый план у тебя созрел весьма быстро. Я получил деталь. Судя по всему, я доставил ее себе сюда прямо из будущего. Сам себе прислал из будущего? Интересно. Надеюсь, создание удвоителя материи теперь наконец сдвинется с мертвой точки. Не забыть бы теперь отправить его себе обратно. Хотя что-то мне подсказывает, что я уже не забыл.